Hi, welcome back to the Lamrim. Привет, добро пожаловать обратно на Ламрим. У нас занятие 11. Оно называется «Попасть в теннисную команду». И мы начинаем с истории из Ламрима о Чоксум. И Чок означает «высший», а Сум означает «пара человек». И это очень важное слово в секретной практике. И я не могу вам об этом рассказать. Но в любом случае, Чоксум означает «великие два». И это относится к двум самым известным ученикам лорда Будды, которыми являются Шарипутра и Маудгалияяна. И мы знаем Шарипутру, потому что он герой Сутры Сердца. Он получает возможность задать вопрос, и благодаря его вопросу мы получаем Сутру Сердца. Мы получаем возможность услышать всю Сутру Сердца. Таким образом, Будда, кстати, традиционно считается, что эти два ученика Будды стали архатами, они достигли нирваны, но они ее достигли, следуя низшему пути. Так что они в этой категории, они оба в этой категории людей, которые достигли очень высокого личного пространства, где они пребывают в полном блаженстве, и они как бы не так уж и заинтересованы в идеале Бодхисаттвы, стараться встретиться с каждым живым существом и дать им такое обещание: «Я позабочусь о вас». Традиционно считается, что они испытывают слишком большое блаженство в нирване, чтобы заботиться о подобных вещах. Так и случилось однажды, что лорд Будда пришел к этим двоим, и я не знаю, растолкал ли он их, или я не знаю, как он это сделал, но он сказал: «Знаете, я хочу научить вас, ребята, этой высшей мудрости, где вы заботитесь обо всех, и я хочу, чтобы вы испытали лично то, когда вы встречаете каждое живое существо. Я думаю, что это изменит вашу жизнь навсегда». Таким образом, он вдохновил их, и ответ этих двух архатов был: во второй строчке здесь Сейджи, наверное. Здорово, это звучит потрясающе. Встретить каждое живое существо, да, это было бы что-то особенное. Но с тех пор, как мы достигли нирваны, мы были как нароста на бревне. Здесь сказано, что ствол дерева сожжен. Безжизненный ствол дерева сгорел в огне или что-то в этом роде. Но это означает, знаешь, мы просто полностью не этого. Это звучит замечательно, Будда. Но ты знаешь, не учи нас этому. Мы уже находимся в таком оторванном месте, и мы будем здесь миллионы лет, понимаешь? Так что мы не те люди, которым следует преподавать эти вещи, потому что мы уже погрузились в нашу личную нирвану. Ты напрасно тратишь на нас время. Так вот этот инцидент, где даже этот великий архат, который попросил Сутру Сердца, пребывал в таком месте и сказал лорду Будде: «Может, тебе не стоит тратить на нас свое время, потому что мы в хорошем плохом месте, и мы действительно не можем этого сделать». Затем Пабонка Ринпоче переходит к защите Шарипутры. И он говорит: смотрите, Шарипутра — это арья. Он просто притворялся. Он не вошел в эгоистичную личную нирвану. Он просто притворялся. И ответ, который он дал: знаешь, не трать на нас свое время. Это было ради блага других людей, которые... Этот гонг означает, вы знаете, он притворялся. Шарипутра притворялся и старался быть хорошим примером для других потенциальных искателей нирваны в их группе, в их студенческой группе. Он пытался сказать: не делайте ту же ошибку, что и я. Не становитесь невосприимчивыми к высшим учениям. Не делайте этой ошибки. Я совершил эту ошибку, вы, ребята, не делайте. Но он просто притворялся. Значит, он один из тех людей,
как в сутре сердца, которые по традиции могут даже считаться Буддой, задавая вопрос другому Будде. Кто же в этом случае другой Будда за $0? Авалокитешвара, Бодхисаттва. В любом случае, достижение этой ниши нирваны является большим препятствием для цхангьява, что является глаголом для буддовости, для достижения буддовости. Хорошо. Так стоит ли нам пропустить все этапы ламрима, которые предназначены для людей с низшей способностью или средней способностью? Вы мне говорите, что мы должны просто пропустить эти низшие шаги? И ответ — нет. Означает научиться печалиться о состоянии мира. Научитесь печалиться о состоянии мира. Научитесь. А затем вы должны вступить на великий путь. Вы должны искать этот опыт, где вы встречаете всех живых существ во Вселенной и лично посвящаете себя им, чтобы помочь им. Понимаете? Цель изучения шагов на пути для людей средней возможности — это достигнуть такого состояния ума, когда мы устали от всех видов жизни, которые вы могли бы прожить в этой сансаре, понятно? В жизни страданий. Даже человеческая жизнь, даже обеспеченная человеческая жизнь, даже обеспеченная человеческая жизнь с большим количеством священных писаний вокруг, смешанные орешки. Ладно, мы не хотим даже этого. Мы хотим выйти за пределы этого. Но это не настоящий путь. Надо же. Необходимо добраться до настоящего пути. Но это не настоящий путь. Это часть шагов на пути. Но это не путь, на который вы хотите оказаться в конце концов. Хорошо. Затем он говорит что-то радикальное, и я видел, что люди неправильно понимают это утверждение. Как это сказать? Он говорит, можешь показать следующую картинку? Мне нравится эта следующая картинка. Я не знаю, как вы, но знаете ли, я не бывал на многих концертах в своей жизни. Но на этой следующей картинке, видите ли? Ладно, кто эти парни? Они довольно плохо играют, это я вам скажу. И они выступают на разогреве, хорошо? Они на разогреве. И я не знаю, например, вы покупаете билет на замечательную группу, вы хотите увидеть их вживую, лично, понимаете? Это 2-часовой, 3-часовой концерт. И когда вы туда добираетесь, там играет какая-то другая бестолковая группа, которые не очень хороши, и их называют разогревом. По-английски они называются разогревом. Я не знаю, как-то они получили эту работу, чтобы играть в течение часа, чтобы потратить время. Так что настоящие ребята, суперзвезды, могли бы расслабиться за кулисами. И тебе придется просидеть с этими ребятами целый час. Ладно, какое это имеет отношение к делу? И затем иногда, кстати, суперзвезда приходит, играет 2 песни, уходит, а плохая группа возвращается. Это то, что происходит с ламримом. Мы начали с первой части. Первую часть мы изучили шаги на пути для людей меньших способностей или средних способностей. Люди, которые просто хотят держаться подальше от низших сфер. Или люди, которые просто хотят держаться подальше от любых перерождений вообще. Хотя все эти люди — это не настоящая практика. Это просто группа на разогреве. Они всего лишь разогревающая группа. Они не те, как вы это называете. Как вы называете разогрев? Есть еще одно название. Ну да ладно. Эти шаги на пути, на котором мы потратили годы, это не настоящая вещь. Это не настоящий концерт. Это не музыка ламрима.
Это было только для того, чтобы разогреть вас. И, кстати, а потом он говорит что-то радикальное. Ладно, вы готовы к этому? 6 совершенств — это тоже разогрев, возвращающийся в конце. 6 совершенств — тоже разогрев. Они не являются основными, и это невероятное заявление. Шаги на пути для того, чтобы выйти из низшего рождения или вообще выйти из рождения. Это не главное. И 6 совершенств — это не главное. Так что же остается? Да, это опыт встречи со всеми во Вселенной и посвящение себя каждому из них индивидуально. Я помогу тебе. Понимаете? Что Пабонка Ринпоче делает очень радикальное заявление. Это главное действие. Это Rolling Stones. Именно это вы и ждали услышать. И именно на этом я хочу, чтобы вы сосредоточились. Очень необычное заявление. Я имею в виду, что если вы настоящий буддист-практик, вы такие: ничего себе, это довольно тяжело. Ладно. Итак, у великих лам есть написанные рекламные объявления для этого учения, изучения этого великого пути, изучения пути Бодхисаттвы. Великие ламы в прошлом проделали работу по продаже этой бодхичитты для того, чтобы получить эту бодхичитту, для того, чтобы получить этот опыт. И один из них — великий пятый Далай-лама, который жил с 1617 по 1682, и он написал книгу под названием Чампал Шаллум, которую мы уже изучили. Она называется «Слово Манджушри». Он перечисляет классные вещи, которые должны произойти, если вы получите этот опыт, если вы сможете просто прикоснуться к этому опыту. Кстати, это то, что вы должны делать в медитации. Если вы можете просто достигнуть этого опыта, встречи со всеми этими существами, просто сделайте это. С вами произойдет 10 различных вещей. Так вот, они не так четко перечислены в этом кратком ламриме, но в этом длинном ламриме они подробно описаны. Так, со времен пятого Далай-ламы существовала традиция в этом ключе познакомить студентов с 10 классными вещами, которые произойдут с вами, если вы сможете достичь этого наивысшего опыта с каждым живым существом. Давайте пройдемся по списку, кратко. А после Пабонка Ринпоче собирается рассказать все очень подробно. На самом деле, мельчайшие подробности, в которые углубляется лама по поводу этих 10, означает, что мы не закончим эти 10 за это время ретрита. Мы должны будем завершить их на следующем ретрите. Но мы пройдем часть списка. Итак, 10 различных удивительных вещей. Номер 1. Если у вас есть этот опыт с каждым живым существом, с вами произойдет 10 особенных событий. Номер 1. Единственный способ, чтобы вступить на путь бодхисаттв, это получить такой опыт. Другого пути нет. Вы должны иметь этот опыт. Существует множество систем, таких как... Вы знаете семиступенчатый метод, обмен себя на других. Но это методы, чтобы получить этот опыт. Когда вы добираетесь до этого опыта, только тогда мы можем сказать, что вы находитесь в Махаяне. Тогда вы наверху. Тогда вы на высшем пути, и вам не придется возвращаться назад, чтобы забрать свой обет или что-то, что вы оставили у себя дома. Так, второе. И мне это очень нравится. С того момента, как вы проживаете этот опыт, а Будды говорят о вас, они скажут: «Тим — мой сын», или «Сейджи — мой сын». Они начнут обращаться к вам как к своему сыну или дочери. Понимаете?
И это так мило, когда Будды начинают говорить с вами и о вас так, словно вы на самом деле их сын или дочь. И, конечно же, они любят всех живых существ, конечно же, они любят всех живых существ одинаково. Но у тех живых существ, которые очень близки к соединению с семьей просветленных существ, у них есть особое чувство по отношению к ним. И они говорят «мой сын», и они называют их «мой сын» или «моя дочь». И это очень мило. Вам это знакомо, если у вас когда-нибудь были такие отношения. У меня были такие отношения с моим сердечным учителем, Кхеном Ринпоче. И когда люди с ним встречались, он называл меня своим сыном. И это была очень глубокая любовь. Это было очень глубоко. Итак, когда вы проживаете этот опыт, просветленные существа Вселенной начинают говорить: «О, он один из моих сыновей» или «она одна из моих дочерей». Хорошо. Итак, третье положительное следствие. Затем вы становитесь членом семьи, вы присоединяетесь к исключительной семье, и вы полностью отличаетесь от других людей, особенно от людей, которые находятся на более низком пути. Вы абсолютно. Мне нравится об этом думать так, будто вы находитесь на более высоком эволюционном уровне. Вы даже больше не являетесь частью их лиги. Вы принадлежите другой лиге. Вы из другой семьи. Номер 4. Происходит нечто классное. Я не знаю, это очень классная идея. Но если у вас был такой опыт, и люди и хоть сколько-нибудь за это уважают, они приобретают невероятную хорошую карму. Так что это хорошая причина пройти через этот опыт, понимаете? Затем, после этого, если вы хороший человек, и люди считают вас хорошим, они получают еще 10 миллиардов семян, думая о вас хорошо. Вот такое удивительная выгода. Или когда они дают вам чашку чая, для них это словно давать 1000 чашек чая или 1 000 000 чашек чая, потому что вы другой человек, вы совсем другое существо. Так что это довольно забавно быть человеком, при знакомстве с которым у других людей автоматически создается много хорошей кармы. Хорошо, номер 5. Вам легко накапливать огромное количество хороших семян. Когда вы проживаете этот опыт, в своем уме вы получите невообразимое количество семян, и они приведут вас в удивительные места. И вы это знаете, вы это видите. Конечно, у каждого бодхисаттвы все еще есть много старых плохих семян, и у каждого бодхисаттвы, даже тот, кто видел пустоту напрямую или пережил опыт бодхисаттвы, опыт бодхичитты напрямую, в их уме все еще много плохих семян, они все еще совершают ошибки, они не устранили свои ментальные омрачения. Они еще не архаты. У них все еще много проблем, хорошо? Но они могут очистить свой ум относительно быстро по сравнению с другими людьми. Номер 7. Вы можете достичь любой цели, любой духовной цели, которую вы перед собой поставите. Я бы хотел выучить, освоить санскрит, чтобы быть способным помочь большому количеству людей, понимаете? Я не знаю, я хотел бы быть способным предсказать будущее, и тогда я бы смог больше помогать людям. Так что о чем бы вы ни мечтали, вы способны этого достичь. Номер 8. У вас нет больших препятствий. Хорошо? Они вас избегают. Кстати, у каждого из этих пунктов есть длинное объяснение, и мы поговорим об этом позже. Я просто быстро даю вам список из 10 пунктов. Вы можете двигаться вверх по уровням бодхисаттвы. Вы можете пройти через 5 путей очень-очень быстро и дойти до конца. Номер 10. Вы становитесь фермерским полем, на котором могут произрастать все желания каждого живого существа.
И вы сможете вкусить вкусно позже. Что-то вроде того. Хорошо. Итак, мы с вами поговорим о первом последствии. У нас еще есть немного времени. Сначала мы поговорим о первой из 10 крутых вещей, которые с вами случатся, если вы доберетесь до переживания этого основного опыта. И мне нравится думать. Так, слушайте. Когда я был ребенком, мои родители развелись, а у моей матери не было ни навыков, ни денег. И она пошла работать в школу. В то время единственной работой, которую могла получить женщина, была работа секретарем или школьной учительницей. И она пошла в школу работать учительницей. А у нее было 4 сыновей, никаких денег. И вы знаете, наша жизнь была не то, чтобы мы постоянно голодали. Время от времени мы испытывали голод. Но нам нужно было внимательно рассчитывать наш бюджет. И я помню, как однажды она сказала: «Ладно, мальчики, у нас будет семейное собрание». Мы все пришли, и она сказала: «Послушайте, у нас не так много денег, так что у меня к вам демократическое предложение. Либо мы тратим деньги на то, чтобы время от времени ходить в кино, либо я вас записываю в теннисный клуб. Вы можете научиться играть в теннис в теннисном клубе». Тогда мы сказали: «Мам, мы дадим тебе знать». И мы вчетвером ушли в другую комнату и стали это обсуждать. Ну, знаете, типа: «Давайте ходить в кино». Ну да, кто вообще хочет играть в теннис? А они такие: «Да, давайте проголосуем за кино». И тогда мой старший брат сказал: «Нет, мама пытается провести нас». А мы в ответ: «Что ты имеешь в виду?» «О, она хочет, чтобы мы проголосовали за кино, потому что это дешевле, а теннисный клуб стоит дороже». И мы сказали: «Ну мы не хотим учиться играть в теннис». А он нам: «Вы чертята». Под чертями он подразумевал, что мы глупые. «Вы, чертята, в теннисном клубе есть бассейн, и мы можем в нем плавать в любое время, когда захотите. Она не сказала вам об этом, потому что это выйдет дороже. Голосуйте за теннисный клуб. И тогда мы сможем ходить в бассейн в любое время, когда захотим». И мы все проголосовали за теннисный клуб. А потом мама решила, что мы должны сначала научиться играть в теннис перед тем, как плавать в бассейне. И так мы научились играть в теннис. Она думала... Я полагаю, что если бы существовала йога, это была бы йога. Но она сказала: это то, что будет держать вас в форме до конца вашей жизни. Это не похоже на футбол. Вы играете в футбол, пока вам не исполнится 20 лет, а потом вы повредите ваши колени, и вы прекращаете. И сокер. Но в теннис играть можно. Она играла в теннис за несколько недель до своей смерти. И она сказала: это хорошая тренировка. Ею можно заниматься на протяжении всей вашей жизни. Так мы научились. Но в моей юности теннис считался спортом для тюфяков. И только странные дети, странные тощие подростки. Не показывайте это пока. Это для кульминационного момента. Только странные дети. Покажите последнее изображение. Этот маленький ребенок. Маленькие мальчишки с кривыми зубами, они... Он, кстати, похож на Сейджи, когда он был ребенком. Только странные дети увлекались игрой в теннис. Почему мы говорим об этом? Позже, когда я перешел в старшие классы, там была теннисная команда. А если ты попадал в команду, то в нее допускалось только 5 ребят, 6. Команда состояла всего из 6 человек. И если ты попадал в команду, тебе выдавалась специальная куртка. А если у тебя была специальная куртка, было очень легко завести себе подружку. Поэтому все хотели эту особую куртку. Куртку с буквой. Мы все хотели одного, поэтому я говорил: да, я умею играть в теннис, я могу попасть в команду. Так что я очень старался попасть в команду. Этот маленький парень с теннисной ракеткой — это я. Я хочу попасть в команду, мама. Ладно, поехали дальше. Вопрос о том, попадете ли вы в команду под названием Бодхисаттва, зависит от того, испытаете вы на себе этот опыт или нет. Понятно? Итак, если вы хотите попасть в теннисную команду,
То есть, если вы хотите быть в команде бодхисаттв, вам нужно пройти через этот опыт. Это первое преимущество — переживание этого опыта со всеми живыми существами. Если он у вас есть, вы становитесь членом особого клуба, вы получаете специальную куртку бодхисаттву, все девушки бодхисаттвы влюбляются в вас, или парни. Окей. Это займет время, но вы смиритесь с этим. Джет Цонкапа сказал: «Мне все равно, является ли книга, которую вы читаете, книгой бодхисаттвы или нет». Сейджи должен перевести книгу «Руководство к образу жизни бодхисаттвы». Цонкапа сказал: «Мне все равно, я хочу знать, вступишь ли ты в клуб или нет. Принадлежите ли вы к тем избранным VIP-персонам, которые присоединились к клубу бодхисаттв, у кого был такой опыт? Это единственное, что я хочу знать. Мне все равно, какую вы книгу читаете. Мне все равно, какие книги вы изучаете. Мне все равно, переводите ли вы другие мои книги. Я хочу знать, был ли у вас такой опыт или нет». И ваше членство в этом клубе зависит только от того, был ли у вас этот опыт. И если ваше переживание этого опыта — это только рассказ Геши Майкла об этом опыте, тогда вы тоже являетесь таким бодхисаттвой. Мы просто поговорим о вас как о бодхисаттве, но вы им не являетесь. Вы не находитесь на пути бодхисаттвы. Вы просто можете повторить то, что кто-то вам об этом рассказал. Хорошо. Джет Цонкапа сказал это. Итак, предположим, что вы не переживали этот опыт. Югал означает «царь всех тантр». Хартхук — верховный царь всех тантр. Это была одна из любимых тантр Цонкапы. Его самой любимой тантрой была Ваджра-йогини, но это секрет. Вы можете практиковать две стадии тантры из самой великой из существующих книг по тантре, но это не сделает из вас Будду. Эта тантра не позволит вам даже ступить на первый из 5 путей на пути бодхисаттвы. Поэтому забудьте о тантрах. Попытайтесь пройти через этот опыт. Сделайте все возможное, чтобы пережить этот опыт. Как это сделать? Изучайте 2 метода. Обмен себя на других, обмен и равное отношение. Равное отношение и обмен себя на других, а также 7-ступенчатый метод, который преподал нам лорд Атиша. Мы его изучим. Хорошо. Если вы изучаете Махаяну, и у вас не было такого опыта, тогда я бы поставил под сомнение, изучаете ли вы Махаяну. Это довольно тяжело. Но если у вас был такой опыт, и все, что вы знаете, это как прочитать 1 круг на ваших четках, это становится изучением пути Махаяны. И того единственного раза, когда вы читаете эту мантру на своих четках, будет достаточно, чтобы вы достигли просветления. Хорошо, последнее, что я хочу вам показать. Вот эту фотографию. Вы готовы? Я нашел ее сегодня. Мы с Вероникой нашли ее, но, как бы то ни было, я все-таки попал в команду. И это было круто. Тот парень в середине с волосами. Так что это возможно создать такую команду. И войдете вы в эту команду или нет, зависит только от изучения этих методов. Равное отношение и обмен себя на других. А затем просто продолжайте пытаться, просто продолжайте делать это искренне. И у вас будет этот опыт. А потом есть еще. И тогда ваша жизнь обретет огромную ценность. Тогда можно сказать, что у вас была хорошая жизнь. Если у вас был такой опыт, у вас была хорошая жизнь. Хорошо. Тогда увидимся на 12-м занятии.